Изолента Лайф. Доброе позднее утро. Некоторые уже скажут, что уже день наступил, но на самом деле до официального дня, для кого-то вечер, да, до официального дня, как минимум в Москве, у нас еще 27 минут, и мы, Петр, это я, и Трофим, это он. Это я. Мы проведем их в прекрасной компании с лучезарной красавицей, героической, кстати, девушкой, или, может быть, даже правильно называть ее профессиональным корреспондентом, журналисткой Наданой Фридрихсон. Надана, привет. Доброе утро. Надана... Позвольте мне начать с приятного. Вот да, начни с приятного, я сейчас прям приду через минуту. Да. Вот смотрите, интересно, что 1,5 часа назад где-то наш зритель, еще Надана была, там занималась какими-то своими делами, да, у нас был эфир про экономику, мы обсуждали. Присылает нам сообщение. Илья его зовут. Передайте Надане, что она красавица. И смайлик такой с 2 точечками и скобочкой. Вот. То есть тебя еще не видели на экране, но уже писали тебе признание в любви, можно сказать. Так что, Надана, ты красавица. Так считает не только Илья, но и 100% зрителей мужского пола, которые сейчас нас смотрят в социальных сетях, в российских, подчеркиваю, социальных сетях, потому что в буржуйских мы больше не транслируемся. Вот. Ну, кстати, напрасно, потому что я глубоко убеждена, что все-таки изолента должна звучать на платформе Ютуба, куда заходят и наши соотечественники продолжают заходить, да, и те иностранцы, которые худо-бедно или бедно-худо понимают русский язык. Поэтому мне кажется, я понимаю отношение к Ютубу, сама, мягко говоря, недовольна. Они удалили мой репортаж, который набрал 2,5 миллиона из Мариуполя. Я, мягко говоря, недовольна. Но, с другой стороны, я отдаю себе отчет в том, какое количество людей даже в той же Европе, в странах Евросоюза, хотят слышать российскую позицию. Вот у меня недавний опыт общения на итальянском телевидении. Друзья, официально заявляю, в России вообще нет цензуры. У нас просто она отсутствует как класс. А где есть цензура, это, например, на итальянском телевидении. Поверьте, плавала, знаю. Но я была удивлена, какое количество людей стали потом писать и на Facebook, и в Твиттер, и в Инстаграм. Да-да-да, под покровом ночи на цыпочках я туда периодически заглядываю. Так вот пишут одно и то же. Экстремистская организация, подчеркиваю. Ну, тем не менее, огромное количество людей писало о том, что они хотят знать, что думает Россия, как Россия оценивает события на Украине, и что они живут в информационном вакууме. Поэтому к чему я вела? Изоленте все-таки, как мне кажется, надо вещать на Ютубе, а если еще будут субтитры на английском языке, это будет на благо Родины. Ну, надо просто, мы как только начнем там вещать обратно, они нас сразу же и заблокируют. Мы из этих соображений. Но у нас просто нету, к сожалению, ресурса, вот как делает Соловьев, очень грамотно. Они там чуть ли не каждый день заводят новый канал. И туда направляют своих зрителей с сайта. И просто они не успевают реагировать. Если бы мы такой механизм сделали, ну, в принципе, тогда да. Тогда можно попробовать, подумаем на эту тему. У нас сейчас сайт, идет процесс создания его, мы сможем это делать, но чуть позже. Мы работаем над этим. Тут вопрос в другом, что они, конечно, выпиливают. То есть нам хочется сохранить YouTube хотя бы как какое-то окошко, куда можно сбрасывать хотя бы ту информацию, которая проходит по их правилам, вот где не докопаешься совсем. Вот. А так, конечно, они нас закроют очень быстро. Вот как сейчас прикрыли меня в одной экстремистской сети, тоже вот прямо раз и все, за один день. Там тоже эти миллионы просмотров, и все, пояснительную бригаду взяли и выпилили. И до свидания. Без объяснений. Да, нас же только что закрывали на неделю. Только что вот у нас закончился бан. Ну что, я пропустил вопрос, но, видимо, вы про итальянское телевидение и цензуру говорили. Надан, главное впечатление от твоей поездки. Я тебе хочу поаплодировать, ну, не буду сейчас это делать прямо здесь, но мысленно, потому что, конечно, потрясающие репортажи твои из Мариуполя, страшные, трогающие за душу, великолепная журналистская работа, и страшновато за тебя было. Тут никто, наверное, не может похвастаться таким мужеством, вид тебя в каске. Это, конечно, наверное, ну, в каком-то смысле экзотика, но страшно было? Ты знаешь, нет.
я не знаю, может быть, потому что пока еще опыта мало, может быть, потому что вот эта женская внутренняя чуйка. Нет, страшно не было, по крайней мере, за себя, за свою жизнь я страха не испытывала. Сколько ты там была? Ты недели-две, да? Да, 2 недели. Но, когда заезжаешь в Мариуполь, становится не по себе от того, что ты видишь. Потому что когда идут люди сутулые, со сгорбленными спинами, они несут гуманитарную помощь. Кстати, на коробках написано Z, своих не бросаем, да? То есть людям раздавали еду, воду, 5-литровые баклажки. Вот у меня в одном репортаже как раз пожилой мужчина такую баклажку воды и получил. И вот эта растерянность, потерянность, страх, вот это все, конечно, производит очень серьезное впечатление, ну, по крайней мере, на меня это произвело. И поскольку журналисты, например, работают в бронежилетах, в касках, то есть это дает хоть какую-то минимальную защиту, то мирные жители, как вы видите, они ходят просто в гражданской одежде. И когда мы были в 17-й больнице, это был мой первый репортаж оттуда, она находится совсем недалеко от, скажем так, въезда в город, и там очень было много людей, мирного гражданского населения, которые пострадали от стрельбы. От стрельбы. Там очень сложная обстановка во дворах, и зачастую прямо из жилого дома, из верхних этажей вдруг кто-то начинает открывать огонь. То есть это не военные, это гражданское население, кто-то, кто получил оружие. Мы же помним, как Зеленский незадолго до спецоперации дал добро раздавать оружие гражданским. Мы в Москве в этом смысле больше следили за Киевом. Помните, коллеги, мы давали репортажи какие-то, обсуждали, как в Киеве все это происходит. Но это происходило не только в Киеве, это происходило и в том же Мариуполе. И там тоже есть, простите меня за это слово, отбитые, отмороженные на голову люди. Знаете, вот помните фильм «Иди и смотри», да? Там же не фашисты творили то, что они творили, не немцы по нации. Это творили белорусы со своими же людьми. Вот в этом фильме, в частности. Вот есть в Мариуполе и такие примеры, когда гражданский человек, получивший оружие еще до спецоперации, ненавидящий своих соседей по каким-то своим причинам, я не знаю, идейно, или они ему 5 рублей не заняли, или там 5 гривен, без понятия. Но бывает, что прямо вот из жилых домов, с верхних этажей вдруг начинается пальба. Я не попадала в такие ситуации. Здесь в этом смысле не собираюсь рассказывать, что я Жан-Клод Ван Дам. Но коллеги-журналисты, с которыми в том числе я была в Мариуполе, рассказывали, что вроде зашли в жилой квартал, вроде линия боевых действий сместилась дальше, стоят, разговаривают, записывают интервью, вдруг бах, прямо у ног рикошетом начинают пули ложиться, то есть кто-то стреляет. Они прячутся в подъезде, через какое-то время, в общем, они вышли и ушли оттуда. Скорее всего, гражданское лицо из верхнего окна. И понятно, что страдают мариупольцы от этого. Очень много поступает в больницы с пулевыми ранениями. И это действительно, мягко говоря, довольно неприятно, я так политкорректно выражусь. Плюс очевидно совершенно, что в числе мирных жителей есть азовцы, они там есть, это не миф, это не фейк, они переодеты уже под мирное население, но периодически, вот тоже рассказывали случай, работали вооруженные силы ДНР, народная милиция ДНР, и мимо шел мужчина. Мирный житель, такой грязненький, немножко в шапочке, сутулый. И тут в какой-то момент он распахивает курточку и достает пистолет и начинает палить. Слава богу, никого не убил. По-моему, там было одно ранение, 1 300-й, и убежал во дворы. И найти его, поймать не удалось. То есть понимаем, да, насколько в этом смысле непростая ситуация. Плюс давайте не забывать про так называемых тербатов. Тоже наследие Владимира Зеленского, да? Там же не только Азов, там еще тербаты. Это вот эти самые самариупольцы, которые по каким-то своим причинам и соображениям решили, что они будут защитниками города и встали на сторону Азова. Группировки, которые не скрывают своих взглядов. В общем, в этом смысле Мариуполь вызывает много мыслей и ощущений не только из-за боев, которые там идут, там и городские бои шли в тот момент, когда я была, но в том числе из-за таких историй, связанных и с гражданским населением, и с азовцами, которые скрываются в их числе. Да, я напомню, что Азов запрещенная в России организация, мы это, естественно, должны говорить. Вот, ну да, запрещенные, экстремистские и так далее. Боевики. Да, слушай, а твое ощущение о будущем, ну вот Мариуполя, ведь это же действительно страшно. Я, просто опять же, по твоим репортажам, по другим, это могилы во дворах, это совершенно разнесенные там целые районы города.
ужасные совершенно картины вот этих вот разрушенных домов. Действительно, люди какие-то неприкаянные. А вот ты от общения со всеми, с кем ты там общалась, вот как они в будущее это смотрят? Это безысходность, или это надежда, или это уверенность? Что это? Ты знаешь, по-разному. Вот что касается могил во дворах, хуже. Где-то, да, где-то хоронят людей во дворах, ставят крест, пишут записку с именем и датой. А есть дворы, где тела лежат прямо на земле, незахороненные тела. Некоторые накрыты какими-то тряпками, одеялами, ну, что люди нашли, да, а некоторые не накрытые даже. И вот я в одном репортаже говорила, и сейчас тоже повторю, подошла одна пожилая женщина в слезах и говорит, там во дворе лежит мой мертвый сын. Пожалуйста, скажите кому-нибудь, чтобы тело увезли. То есть не всегда по каким-то причинам хоронят. Да, там ездит так называемая труповозка, я видела одну, но, видимо, они не справляются с количеством тел, потому что это, конечно, там в некоторые районы заходишь, такой вот запах стоит, ну, сами понимаете. В общем, да, конечно, это оказывает такое угнетающее немножко впечатление, но при этом спускаешься в подвал, где прячутся мирные жители, а там дети. Вот, например, в репортаже у меня есть эта девочка, абсолютно жизнерадостная, которая рассказывает, как она в детском садике целовалась с мальчиком Ваней, улыбчивая, как она летела на эти пряники, шоколадки. И как будто вот они этого всего не замечают, и слава богу. Потому что дети совсем маленькие, для них пока сейчас самая большая трагедия, что шоколадок нет, им привезли эти шоколадки. Дети, да, конечно. Да, и слава богу, что они в этом смысле вот так реагируют. Потому что я больше всего на свете боялась увидеть, вы знаете, детей, опять же, как из фильма «Иди и смотри». Вот я таких не встретила. Это спасибо взрослым, которые, видимо, какими-то правильными словами их от этого, не знаю, огораживают, как-то пытаются объяснить. Они по этим подвалам бегают, для них это какая-то игра. И повторюсь, и слава богу. Но это то, что видела я. Наверняка допускаю, что есть подвалы, где немножко другая ситуация. Люди по-разному смотрят в будущее. Кто-то вообще считает, что эта тема для него закрыта, надо жить здесь и сейчас. Сегодня получил воду, не получил пулю, и слава богу. И, в общем, можно понять людей с таким взглядом. А кто-то уже подбегает к нам как журналистам. Не всегда понимали, что мы журналисты. А вот скажите, пожалуйста, моя квартира разрушена. Кто будет это восстанавливать? А как будет с пенсиями? А как будет с зарплатами? Они спрашивали об этом меня, например. Но я им объясняла, что, простите, я не знаю. Я не могу дать ответы. Я приехала задавать вопросы. Я не знаю ответов. Вы журналист. То есть им интересно, когда появится кто-то, кто, в общем, от лица власти, от лица города, даст им ответы на эти вопросы. Рабочие места, пенсии, восстановление жилья. Вот подходил опять же мужчина, я стояла, снимала, я не видела. Он ко мне сзади подошел и так издалека начинает. Страшные кадры, как в фильме, да? А я в этот момент снимала как раз жилой дом, где там как раз вынесены стекла и так далее. Я к нему поворачиваюсь и говорю, ну да, страшные. И он рассказывает, как ВСУ, не Азов, запрещенные боевики в России, как ВСУ полили по этим самым этажам. И он был очевидцем этого. Он рассказывал, он был на 7-м этаже, на 9-м этаже орудовали снайперы. То есть у него практически над головой. Он все это рассказывает. Но он также с болью сказал, говорит, поймите, помните Мариуполь 2014 года? Мы тогда могли стать частью русского мира. Но как-то вот Ахметов договорился, и в итоге мы имеем то, что мы имеем. Это сказал мариуполец. И тоже потом задал вопрос, как нам будут восстанавливать квартиры. То есть вот эти вот вопросы, они звучат. И мне кажется, конечно, было бы правильно и хорошо, если бы появился представитель все-таки власти в Мариуполе, который стал бы давать ответы на эти вопросы. Меня возмущает, что бывший мэр Мариуполя, Бойченко, по-моему, его фамилия, который 26 февраля покинул город, 26-го. А теперь, понимаете, он дает комментарии Блумбергу и прочим американским СМИ, рассказывая, какая обстановка в городе. Ну, понятно, что у него главная линия, что русские – это зло, но вот вопрос возникает. А он откуда? Он где-то в Запорожье, по-моему, да? Да, вот откуда ты, Бойченко, вообще знаешь, что происходит в Мариуполе, если ты бросил город и людей 26 февраля? Кстати, сами люди называют его словом на букву Ч, 3 буквы. Первая Ч, последняя буква О. Я думаю, те, кто знает русский язык, понимают, о каком слове идет речь. Вот люди называют его исключительно так. Сегодня, кстати, было сообщение со ссылкой на британское, как их правильно назвать, средство массовой информации Sky News,
они что-то вдруг заявили, что до падения Мариуполя остались считанные часы. Но это я так, заполнить паузу. Продолжай про мэра, пожалуйста. А про мэра я сказала, потому что вот эта работа наших западных журналистов, конечно, потрясает. Ни один из них при этом не дал сноски, цитирую этого самого Бойченко, да, что он покинул город. То есть любой западный читатель, который живет в информационном потоке CNN, он, видимо, даже не понимает, что Бойченко не в Мариуполе. Это тоже такой важный штрих к портрету. Да. Слушай, ну а вот если говорить о сопротивлении, я не знаю, ну ты уже несколько дней как вернулась, но вот твоя оценка ожесточенности сопротивления, ты уже не застала, наверное, этих пленных, которые сдались там позавчера-вчера, вот, но тем не менее, может быть, из разговоров с людьми, что они думают, когда все закончено будет там, ты тоже согласна, что это вопрос часов или, ну, как минимум, ну, максимум дней? Я не берусь судить на самом деле. Я один раз стала свидетелем городского боя в Мариуполе, именно городского боя, такого, знаете, ближнего. Слава богу, мы там в этом смысле спрятались и в относительно безопасном месте наблюдали за этим. Это была очень ожесточенная история. И я бы не стала делать никаких прогнозов. Я сама не военный, я не военный эксперт, но посмотрев на этот уличный бой, я не знаю, как быстро, скажем так, получится освободить Мариуполь от всего этого. Есть важный момент, я уже об этом говорила, да, это те самые азовцы, которые уже переоделись. Это ВСУшники, кстати говоря, это тербаты и прочее, прочее. Давайте тоже понимать, что у некоторых из них целые семьи. Жены, дети, папы, мамы, коты и прочее. И эти самые семьи не будут отдавать их. Они, наоборот, будут в них цепляться. И даже если мы, я имею в виду Россию, например, или власти там, народной милиции ДНР, установят, что конкретный Пупкин имеет прямое отношение к группировке Азов, что на нем кровь, и его задержат, вы же понимаете, какая начнется картина. Вываливаются в разрушенный двор жена, дети, бабушки, хватают его за руки, кричат, куда вы нашего Петеньку поволокли. Ироды. Все это каким-то волшебным образом тут же появляется, естественно, в Блумберге, CNN и т.д. и т.п. И начинается опять вакханалия. Посмотрите, русские устраивают кровавые чистки в Мариуполе. Задержали мирного жителя. Ну вот это вот все. То есть, учитывая этот пласт работы, выявление вот этих самых ВСУшников, азовцев и прочих, определенное сопротивление части гражданского населения этому процессу, повторюсь, родственные, семейные связи. Эти азовцы, некоторые в этом Мариуполе годами жили. То есть у них там еще и друзья, и сочувствующие, там всякие наберутся. Это будет очень долгий и затяжной процесс. И наши западные коллеги во всех смыслах не будут нам здесь никак содействовать. Напротив, они будут делать все для того, чтобы максимально долго и тяжело шел этот процесс. Но когда они рассказывают, вот там те же CNN, что якобы в Мариуполе все ненавидят Россию, я вот им предлагаю вместе с потоком беженцев из Мариуполя постоять на границе с Российской Федерацией, чтобы просто увидеть, какое количество людей приезжает именно в Россию. Вот я с таким потоком беженцев стояла вместе. Не знаю, почему меня не пустили в отдельную очередь, учитывая, что я была единственной там гражданкой Российской Федерации в 2 часа ночи. Но, тем не менее, простояла я с общим потоком беженцев. У многих не было даже документов. Они везли с собой птиц, собак, котов, детей, какие-то там вещи. У кого-то много чемоданов, у кого-то немного. Но они все ехали в Россию. То есть если бы они, мариупольцы, считали бы нас таким исчадием зла, как преподносит CNN, я очень сомневаюсь, что такой поток беженцев шел бы именно в нашу страну. Но заметьте, об этом, опять же, наши западные партнеры предпочитают не писать и не снимать ролики. Зато не любят рассказывать, понимаете, как поток беженцев идет в другие города Украины. Их очень любят снимать, очень любят, значит, вырывать из контекста иногда их слова, иногда и прямую речь давать про то, как вот они лично не любят Россию или там не любят на вооруженные силы народной милиции. Но вот такая вот история, она будет еще продолжаться какое-то время. Не знаю, когда будет поставлена точка, абсолютно не знаю. И гадать здесь не буду, потому что все-таки это же не просто Мариуполь, да, такое слово непонятное. Это люди, это судьбы, это жизни людей. Поэтому как-то делать на эту ставку я лично не возьмусь, ибо не обладаю достаточной информацией. Слушай, а как устроен был быт? Во-первых, твой быт. Ты возвращалась в Донецк каждый раз по окончании дня. И как устроен быт жителей? Им там элементарно же, наверное, еды, помыться. Вот как это все работает?
Ну, помыться, давайте начнем с наболевшего. Помыться – это вообще большая проблема, и даже в Донецке. Да, ты абсолютно прав. Я выезжала в Донецк, потом утром прыгали в машину, опять ехали до Мариуполя и продолжали работу. С водой большие проблемы, и вот уже когда у меня заканчивалась командировка, там уже воду не давали по несколько дней. В общем, первая там была... Там же вообще проблема была, проблема с водой давно, из-за... Там перекрыто же. Перекрыто там, да. Поставка. Все верно. И когда пытались починить вот подачу воды, украинская сторона открывает огонь и не позволяет это сделать. Но когда я заезжала в начале войны, все-таки с водой было получше. Она давалась гораздо чаще и так далее, и так далее. Сейчас ситуация совсем уже неприятная. Что касается быта людей в самом Мариуполе. Некоторые продолжают жить именно в подвалах. Это, как правило, те районы, которые находятся уже ближе к Азовсталь, к порту, ну вот к месту, скажем так, основных событий. Они живут в подвалах, готовят еду, они во дворах, дружно выходят, разводят костер и вместе как-то коммуной живут, жарят какую-то еду, там каши варят, вот очень сейчас популярны. Дети там рядом бегают. Общаются, кстати говоря, очень трогательно, пытаются убрать двор. То есть я видела несколько раз, как группа людей, там кто-то стекла битые выкидывает, кто-то подметает, кто-то при этом играет там в какой-то бадминтон или там мячи гоняет. То есть пытаются как-то наладить быт. А в тех районах, которые ближе к 17-й больнице, напомню еще раз, это один из въездов в город, там уже те люди, у которых квартиры в итоге сохранились, они уже возвращаются в свои квартиры, пытаются их как-то тоже там, если стекла все повылетали, как-то это все дело закрыть и наладить быт уже в самих квартирах. Но также, опять же, готовят еду в основном на улице. Ну, опять же, люди привыкают жить коммуной. Меняются, то есть абсолютно бартерная система. У кого-то есть там вода, но не хватает чего-то другого, обмениваются. Кто-то днем, например, находится в своей квартире, на ночь спускается в подвал. На всякий случай, что называется, а случаи бывают разные. Вот примерно так, наверное. Так, ну что, у нас есть еще 5 минут. Трофим, может быть, у тебя какие-то вопросы к Надане есть? Или мы ее отпустим и будем резюмировать? Слушай, у меня вопросов к Надане нет. Я сижу, слушаю, как обычно, в шоке от всего от этого. И думаю, скорее бы это все уже закончилось нашей победой безоговорочной и установлением там нормальной власти, которая бы дала возможность людям нормально жить и как-то приходить в себя после всего того ужаса, который был за эти 8 лет. Вот и можно еще один момент по поводу 8 давай, лет? Конечно. Как вы знаете, в Мариуполе было 2 здания СБУ. Оба здания уже захватили силы народной милиции ДНР. И это очень и очень важно, потому что в этих самых зданиях СБУ хранилась самая разная документация. Я в одном из зданий была, у меня оттуда репортаж был, но когда я приехала, уже такой ключевые моменты вывезли специалисты. Сейчас будут разбирать и поднимать архивы, что происходило с мариупольцами, начиная с 2014 года. Мы же помним, действительно, в 2014 году Мариуполь хотел быть частью русского мира. Мирные жители, которых я встречала, рассказывали чудовищные вещи. Там просто была объявлена охота на ведьм. Людей отлавливали, то есть которые были хоть как-то причастны к референдуму 2014 года. Людей допрашивали, избивали очень жестко. В одном репортаже вот у меня есть человек, его зовут Роман, он не скрывает своего лица, своего имени, он рассказывает, что с ним происходило, как его избивали до невменяемого состояния, потом отвозили до больницы, говорили, значит так, в больнице говорили, что ты напился и подрался, а если ты расскажешь правду, мы поговорим с твоей женой. И он поворачивается ко мне в камеру и говорит, что мне было делать? И он, приходил в больницу и рассказывал, что вот он пьяный и что он подрался. И он говорил про людей, которые просто пропадали. Был человек, вот он, пожалуйста, ходил там в магазин, жил какой-то жизнью, потом бац, он исчез. И никто не знает, где он до сих пор. Я думаю, вот эти вот архивы СБУ, кстати, заметьте тоже, друзья, они не уничтожили их. Вот я была в этом здании СБУ, они мне рассказывали, что вот компьютеры остались, жесткие диски остались, документы остались. Я наивный человек, говорю, слушайте, у любой спецслужбы есть бриллиантовое правило в подобных ситуациях уничтожать все документы. Ну разве я не права? Это же такая очевидная вещь. Просто вот если надо молотком разбивать. Говорю, почему они это не уничтожили? На что вот мне собеседник говорит, а они до последнего думали, что ничего подобного не произойдет. Они людям рассказывали. Вы ни на что не надеетесь, говорили СБУшники мирным жителям. Мы силы народной, ДНР и России уже до Новоазовска отогнали. Это они людям говорили. Это была абсолютная неправда. Вопрос в другом. Неужели они сами в это верили? Вот это для меня большая загадка.
Так вот, когда все эти архивы, я думаю, поднимут и посмотрят количество людей, фамилий, имена, которые пропали, которых допрашивали, как они это называют, да, и которые просто сгинули, я очень надеюсь, что этот список этих людей будет предан огласке. И я очень хотела бы посмотреть на наших западных партнеров, как они после этого будут рассказывать, что все Россия выдумала. Потому что я с ужасом думаю, что там список не ограничивается одним или двумя людьми. Там, я думаю, очень большой список. Заключение, у нас минута осталась. Последнюю вещь скажу за сегодня важную. Очень хорошая новость пришла, вот только что закончилась, или, может быть, даже еще идет пресс-конференция организаторов «Бессмертного полка» у нас в РИА Новостях. И они подтвердили, что в этом году «Бессмертный полк» пройдет в привычном формате. Все состоится. На мой взгляд, это очень важно и очень положительный знак. Вот. Напомню, что в прошлом году его не было из-за коронавирусных ограничений. В позапрошлом, по-моему, тоже. 20 секунд у нас есть. Завершайте. Надана, пожелай что-нибудь телезрителям и радиослушателям. Быстро только. 3 слова. Ничего не бойтесь, солнце за нас.